Здравствуйте! Наушники, о которых сегодня пойдет речь, меня категорически удивили сразу же по нескольким причинам. И, пожалуй, первое, самое очевидное, это их размеры. То есть, если мы возьмем сам кейс, то он вроде как и кажется таким компактным, но не сказать, что это что-то выдающееся, либо же выделяющееся среди своих других конкурентов. Но открывая кейс, доставая наушники, понимаю, что они настолько крохотные, настолько маленькие, что это не умещается как-то в типичное понимание. То есть такое чувство, что это не наушники, а просто какое-то, не знаю, дополнительное устройство для чего-либо. И опять же, понимаешь, при более в детальном рассмотрении, что здесь нет отверстий для микрофонов. То есть, True Wireless наушники без микрофонов. Это невозможно. Но для этого есть свое пояснение. И когда вставляешь в ухо, то понимаешь, что все, оно утапливается прям практически в сам в ушной канал. То есть визуально они практически никак не заметны, не видны. И если приложить к уху руку, причем так нормально, основательно прям вдавить, то не чувствуешь какого-то давления. То есть они проникают фактически в ушной канал и там себе спокойненько находятся. Можно лежать на боку, что угодно делать, надевать какие угодно головные уборы. А фишка в том, что наушники предназначены изначально для сна. То есть не просто как обычные какие-то ТВСки, а именно вот узконаправленные. То есть отсутствие микрофонов здесь объясняется тем, что оно здесь в принципе и не нужно. Это наушники для того, чтобы легче заснуть. То есть вы вставляете их в уши, включаете приложение One More, где есть специальные успокаивающие звуки, успокаивающая музыка для того, чтобы легче было засыпать. И очень хорошая пассивная звукоизоляция, потому что и достаточно глубоко наушники проникают в ухо, и амбушюры здесь достаточно плотные и объемные, то есть они не маленькие и действительно могут создать хорошую пассивную звукоизоляцию. Это очень сильно удивляет, и сразу же возникают такие мысли о том, что, понятно, по звучанию здесь будет просто дно, либо же днище, одно из двух. Но и здесь они смогли удивить, потому что по громкости они не просто какие-нибудь там тихони, это достаточно громкие наушники, и слушать их на максимальной громкости мне особо не хотелось. И это при том, что даже на высокой громкости низкие частоты сохраняют свой вес, они не деградируют, не уходят куда-то на задний план от низких частот, от середины, либо же от высоких частот. Они сохраняются на своем месте и при этом имеют достаточный вес, то есть они не такие упрощенные, как в абсолютном большинстве тех же наушников Sony. Это вполне себе вменяемая хорошая середина, которой веришь, которая не имеет каких-то особых искажений, естественно, без какой-то там широкой глубокой сцены, потому что наушники проникают в ухо достаточно глубоко. И высокие частоты, которые в некоторых случаях звучат прям вот как положено на своем месте, если трек достаточно яркий сам по себе и высокочастотные инструменты доминируют, то есть тогда все кажется даже ровненьким. Но когда проверяешь уже на других треках, то понимаешь, что высокие частоты немножечко уходят на задний план. Не критично, но все это проявляется, все это слышится, и понимаешь, насколько это критично, да с учетом их размером, с учетом того, что все это еще упаковали в стоимость чуть меньше, чем $100, по-моему, это просто великолепно. Естественно, ограничивать их только сном не особо хочется, потому что мне, честно сказать, микрофоны в наушниках нужны только для активного шумоподавления, которого здесь, естественно, нет. Но разговаривать мне как-то особо и не приходится, у меня звонков абсолютно минимальное количество, поэтому я бы их даже рассматривал в какой-то степени как наушники на повседневную основу. И опять же, если сравнивать с теми же Samsung Buds Live, которые я советовал как наушники, в которых можно лежать, во-первых, модель от One More значительно меньше, то есть по ощущениям, как минимум в 2,5 раза меньше. И при этом по звучанию они лучше, чем те же Samsung Buds Live, потому что более детальные, не настолько очевидные проблемы с тональным балансом. То есть здесь все значительно лучше, с
искать какие-то эквалайзеры, что-то как-то настраивать, желания особого нет. То есть к этому звучанию можно привыкнуть, и оно звучит вполне адекватно. Поэтому основную информацию по данным наушникам я сообщил, насколько это актуально для видео впечатления. И если вас они заинтересовали, то по ссылке в описании сможете их найти. На этом все. Большое вам спасибо за просмотр. Мира вам и здоровья. До скорых встреч.